Так, очищаю себя от всех решений поддаваться программам жертвы, насилия, лжи, обмана. Отторгаю все мои страхи во всех воплощениях, временах и на всех уровнях. Защищая жизнь, коны, суверенитет во всех временах и уровнях. Меня и моего рода. Расторгаю все контракты, предательства моей души и моего рода. Все зацепки и подключки убираю. Восстановляю мою целостность, чистоту, потенциал, гармонию и возвращаю мою мужественность быть защитником конов, рода и моей души. Аспект. Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Что ты видишь, Виктория? Вижу, кто-то пушку заряжает. Что-то такое. Угу. Хорошо, Виктория, отсоединись от этой ситуации. Мгм. На счет 3 найди в эфирном пространстве мое эфирное тело. Евгений. 1, 2, 3. Так. Вижу, что ты такой сияющий. Энергосфера. Я вижу силуэт. Угу. И подумала, а где же энергосфера, какой формы она? Вижу, что она прозрачная такая. И есть и такими слоями. Один слой, но как бы не заканчивается нигде. Угу. Один слой вот так прозрачно вижу вокруг тела, а другие вот так как-то тоже как разлетаются в стороны. Как бы окутывают вообще все. Угу. И как будто бы ты, вижу там, где голова, вот как Иисусу рисовал, ну, вот этот венок, Угу. такая какая-то конструкция, как венок этот колючий, но на голове как чаша какая-то, черная, то есть очень большой контраст между сияющим телом и вот этой полусферой на голове. Она буквально как чаша, как полусфера. Угу. А, Когда я как будто бы это, знаешь, как будто бы ты вот так, м, так, интересно. И я вижу, что от ног идет какой-то как энергетический поток, Угу. и там он вот так по правую сторону вот так идет, а, и огибается вот так с правой стороны, а там, где вот это она такая, знаешь, как дымка черная, плотнее Угу. к этому черный венок, и так расходится и расплывается. И там, где соприкасается с этой дымкой черной, этот поток чернеет, и там вдруг появляется кто-то, ам, какой-то силуэт, и я вижу, что уже из этой трубки белой начинает течь как какая-то энергия черная. И она просто вливается, как нефть черная, в эту чашу. Прямо не так, как бы в седьмую чакру, как в портал, а как-то как в чашу разливается. Угу. А в секторе магии вот там кто-то с пушкой стоит, как направлена вот сюда. Угу. А, Так, ладно, Пушка. Виктория. Давай заморозим эту ситуацию. Мгм. Отодвинь ее. Считай эфирная ДНК. А зачем замораживать? Чтоб тебе не мешало. Или Ну, просто отодвинуть мешает. можно, да? Ну, Угу. заморозить — это когда опасность, чтобы его заморозить, чтобы оно там не двигалось или что. Угу. Ну, хорошо, Виктория, просто отодвинь его. Считай мое эфирное тело. Я ли это? Эфирная ДНК. М,
Ты мне показываешь лицо, показываешь, как будто какая-то бородка такая. Она черная, Мгм. как искусственная, это как какое-то чужое. И показываешь, что вот здесь кто-то есть. Кто-то как будто бы что-то там делает. Мгм. А, и от этого кого-то, это маленькие такие фигурки, идет сектор магии, подключка такая. Мгм. Вот к этому сюжету, что там происходит. Так, а что ты спрашивал? Даешь ли ты разрешение? Нет, сначала считай эфирное ДНК, я ли это Виктория? Ты вот так сделал, как засунул, как будто дверцу в какой-то лифт. И, ну, как лифт, как будто бы, только двери не вот так закрыл, а вот так, как засунул сверху вниз. И Мгм. вижу, что поднимаешься вверх. Мгм. Как-то идет наслоение, и ты говоришь Иисус, сын Давида, и это имеет отношение вот к этой пушке, что кто-то Мгм. стреляет. Я сейчас спрашиваю твое эфирное ДНК. Мгм. Покажу тебе мое эфирное ДНК. Так, почему-то идет эфир. Вижу на уровне третьей чакры и ниже, как будто бы программа такая вот внутри тебя. 3 человека стоят друг к Мгм. другу спиной, руки связаны. Ам, Мгм. как 3 человека как будто бы связаны друг с другом. А, вот так, Мгм. вместе. А ноги вытягиваются в сектор интерферентов. Идет откачка энергии. И именно тут, я считала, что Иисус сын Давида. Так, Мгм. также там идет Геракл. Геракл. Мгм. Мгм. Ну, еще там кто-то, потом посмотрим. Сейчас я смотрю. Да, это ты. Мгм. Ты вот так взял и как будто куда-то посмотрел вот сюда, как в такое окошко. Или, скажем так, сейчас я посмотрю, что это. Мгм. Ты смотришь, посмотрел туда, а там такой белый светящийся, как лист бумаги, и вижу внутри такой вот крест, как на 4 части разделено. И Мгм. это отношение имеет тоже какое-то к этой пушке, к этому человеку, который там стоит. Мгм. Так, Виктория, спроси у меня разрешение потрудиться со мной и для меня. Да, ты разрешаешь. Мгм. Так, я приказываю этому человеку, который с пушкой там стоит, я ему приказываю проявиться в соответствии его эфирной ДНК. Я вижу, я слышу вот это шут по- Стрелять. по-английски. Мгм. И у него такой, как огромный пистоль, какой-то странный, вот так, Мгм. дуло, а потом оно расширяется почему-то. И с него такой, как дымок идет, как будто бы только что выстрел произошел. Мгм. Он стоит, одет как будто какой-то то ли рыцарь, то ли кот в сапогах, какая-то одежда вот такая.
Мгм. И у него такая Приказывает длинная-длинная борода черная. приказывает этому существу отвечать, кто он такой. А, у него такие черные пальцы, но он врет. Он пишет камнин. Так, приказываем отвечать, кто он такой, как мы его знаем. Так, он не выдержал разоблачения, и программа вот так, как какой-то зверюга, набросилась в мою сторону, уже такого ледяного цвета, то есть это программа, значит, считывается. Так. Теократия, то есть Мгм. какое-то управление типа божественное. Так, Так, программа в банку. Кто хозяин этой программы, приказываю проявиться. так, давай не программы, а кто это за человек, что он Человек. делает. Приказываю этому человеку отвечать, что он делает в моем пространстве. Он говорит, что он перемещает тебя на Луну. Вот Не- этим выстрелом почему-то на Луну. Так, я приказываю ему отвечать истину, что он делает в моем пространстве. Так мы еще не Суть. знаем, кто он. Давай сначала посмотрим, Давай. кто он. Да, Виктор, посмотри, кто он такой. Э, Эфирная ДНК. Говорит писарь, сидит, пишет. И я вижу у него вот эта такая чайка на голове. Мгм. Так, приказываю. Шлёцер. Так и Шлёцер. говорит. Да. Так, приказываем отвечать, что он делает в моем пространстве. Говорит, что пишет книгу. Книга противоречий. Мгм. И я вижу, что это связано с тем, что он вот нижнюю, вот как разделил эту информационный пласт, и нижняя часть вот твоей энергосферы вот как-то как бы поменял. Вот эта черная чаша, Мгм. это, это вот его рук дело. И вот эти программы я вижу, как вливать в эту чашу эту энергию, Мгм. считывается отработанная. А Вот. отработанная, кем отработанная? Вот так и считывается фальсификацией. Мгм. То есть сейчас я в нее смотрю, в эту энергию, и вижу храм такой, и там этих священников много, Мгм. и людей прямо битком все набито. И они держат такие длинные-длинные эти свечки. Свечки. Мгм. И как-то эти свечки вот так вот складывают. Ну, короче, ритуалят. Там делают какие-то магические ритуалы. Мгм. Я вижу, когда они вот это свечки вот так вот наклоняют, то в эфирном пространстве под этими свечками образуется такой вот этот купол, полусфера прозрачная, которой не хватает. Вот эта сфера, которая Мгм. вот так, как будто бы ты влип снизу, да, как Мгм. под чашей, Да, в эту чашу, да. Мгм. то верхней части как бы там нет, то есть разделено. А верхняя часть от этого купола, то находится вот здесь, у них под свечками. Вот. И я слышу.
И там такой сидит, вот так буквально лапки вот так сложил, как такой придурашенный. Такой, знаешь, Так. ну, типа Иисус. Мгм. Как дурачок какой-то, знаешь, вот так сидит. Мгм. Какой-то Ну, блаже. ну да, ну Так. Мгм. инфантильный Мгм. совершенно, Ясно. безвольный, да. Так. Так, Мгм. А кто это человек, Виктория, вот этот инфантильный? Кто он такой? это программа, это не человек. Программа. Мгм. Да. Понятно. Это, Так. это Ага. оно считывается, оно влияет на, я считываю, как на всеобщее пространство разума. Мгм. Так, а кто проводит этот ритуал самому главному приказу проявиться? Так вот пошло, вот так как по всей земле такое движение, и от, вот вижу Ватикан, Мгм. и там слышу, вижу этого, на престоле кто-то сидит, Так, кто вот там сидит? весь Приказываем ему в такой рясе, отвечать. знаешь, вот такая Мгм. желтая полоса, и эта ряса тянется прямо а, к этому писарю. Я слышу узаконить власть. И вот это идет снова на этой, как камнины, то есть Мгм. идет вот так замещение родов. То Так, я есть приказываем этому священнику отвечать, кто он такой. он снял вот эту свою шапку длинную, Мгм. Тиара. Мгм. да, она как яйцо сверху была, Да. разрезанная, Мгм. и у него такая голова, как яйцо. Мгм. Я Приказывает ему, постучала, она да. такая, Мгм. как стеклянная. Приказывает ему служителю отвечать, кто он такой, называться ему приказываю. Ам, Внутри него проявляется вот этот символ Бафомета. Ну, я Мгм. так специально говорю разделенно, Да-да-да, я потому понял. что Да. ам, ютубчик, он этих слов Злится, да. Мгм. злится, да. Он сидит на этом троне, как будто Мгм. бы на троне, но на таком портале. Ну, вот этот козел там сидит, дух. Мгм. И от этого портала, этот портал уходит в сектор интерферента. Мгм. Так, я этому священнику приказываю отвечать, чью власть он узаконивает. Я вижу, что снова проявляется этот писарь. Это как бы он узаканивает своим письмом. Мгм. Власть появляется, прямо есть такая картина, я видела, но я ее даже на видео, где мы смотрели, так, где там, ну, короче, фреска, там картина какого-то 11 века, где там типа лицо Путина, и это Мгм. описывается как дьявол, Мгм. вот, который во рту там людей держит, пожирает. И вот появляется такая сущность с этой мордой М. в секторе интерферента. Так, кто Оно находится? считывается Мгм. жесткий диктатор. Это программа вот так выглядит. Это программа так выглядит. Жесткий диктатор. Мгм.
Вот это Так. вампир, поедатель душ человеческих. Мгм. И дальше идет как провал в нижнее пространство, как будто бы дно провалилось. И Мгм. там я вижу стоит ангел, Мгм. как Так. ангел. У него крылья, но они все намокли. Он как будто М. на черной планете небольшой такой стоит, как на шаре на черном. Мгм. Внутри пустота. Сейчас я не буду углубляться. Да, не углубляйся, Виктория. На нем прям буква «С» написана. Мгм. Он Сатанаил. называется «Противник Бога». Вот это Мгм. в букве «С» считывается а, правитель. Правитель упырей. Мгм. Оно еще считывается как упырство. Вот так как-то. То есть в этом отношении. То есть Мгм. пространство, все черное, это пространство, которое вот так втягивает всю энергию, как черная дыра внутрь. Так, ладно, хорошо, Виктория, поднимайся вверх, отсоединись от этого упыря. Так, Ну, отсоединяюсь. мгм. Так, вот этот писарь, который узаконил власть, и этому писарю приказываю проявиться и отвечать. А, Оно что? считывается как а что отвечать? Групповой. Он повернулся, и я вижу, что у него как Мгм. подключка идет, как хвост. Мгм. И у него ноги такие, как у козла. Считывается он служитель дьявола. Мгм. Так. Но интересно, вот я вижу М. сейчас прям лицо Тараса. Мгм. Так вот, что он прятал. Так. Я приказываю этому писарю отвечать, каким образом он узаканивает власть этому Сатанаилу. И я вижу, он берет вот эту верхнюю чашу сферы, с тебя Мгм. снимает Мгм. и одевает это на этого Сатанаила. Я Мгм. слышу, дает ему власть над душами. А взамен вот берет вот как с нижнюю его часть. Мгм. И только она уже не одевается вот так. Он взял вот так твою, да, Мгм. а это уже вот так наоборот. Потому Так, что она нижняя, Мгм. снизу. То есть как вот так переворот пошел. Ну, поставить, ну, назвать ложь истиной, а истину ложью. Мгм. Все поменять, Понятно. наоборот. Так, хорошо, Виктория. Так, отсоединись от этой ситуации. Да. Давай посмотрим, когда я позволил забрать вот эту мою часть души. Что это было за событие? Снова я это слово слышу, шут, и вижу, как летит такой, как будто бы кто-то что-то выстрелил из такого пистоля, Мгм. как из пушки или из пистоля. И эта штуковина полетела так сейчас, что это было. А это как будто какое-то письмо, потому что оно вот так полетело, а потом вот как будто в сектор подписания контрактов, Мгм. а потом вернулась, дугу такую сделала, как петлю, в сектор магии. И я вижу там, да, это письмо, Мгм. вот это контракт есть, ключевой момент. И в секторе магии у тебя же находится
под этим писарем в нижнем пространстве я вижу, человек висит как привязанный. Мгм. И у этого человека, ну, как на кресте распятый, ну, на Мгм. Тауросе, на букве Т. Да. Не крест, а вот так вот. И во рту такой черный шар. И от этого шара идет подключка Так, куда? прямо вот так как-то сквозь этого Сатанаила, сквозь вот так оно как-то заходит, эта подключка через его. Сейчас я посмотрю сердечную чакру, сквозь, нижние чакры и дальше уходит как-то Мгм. как через хвост этот портал. И там огромная частица души сияет. Она как сзади за хвостом у этого Сатанаила. Мгм. Вот, и как будто бы человека вот так скрутили, как ковер, несколько раз. Мгм. Э, Согнули, знаешь? Мгм. Поломали. Да. Так. Мгм. То есть это там твоя, как, Мгм. душа находится, какая-то частица твоей души, большая душа. Мгм. Так, давай посмотрим вот этот контракт. Что произошло, когда этот контракт был подписан? Что это за событие на физическом плане? Так, я смотрю. Вижу, как, огромная штора, она Мгм. такая тяжелая, вот так разрывается наполовину и утягивается в сектор магии, землетрясение. Эта штора считывается как вопиющая несправедливость, как будто бы разорвалось какое-то пространство и считывается очень сильная боль, вот как в секторе первоисточника. То есть было допущено какая-то, как будто бы разорвалось Несправедливость. какое-то Мгм. пространство, и совершилось то, чего не должно было бы произойти. Вижу, что ты смотришь вверх и что-то говоришь на каком-то языке. Мгм. Сейчас я переведу. Вижу, образуется вот этот шар, и оно считывается неверие. А, вот эти слова: "Отец, Мгм. почему ты меня покинул?" Мгм. Так, а что за неверие, Виктория? Я вижу, что это имеет отношение к ране, которую нанесли, и очень телу больно. И вот эта рана под правой, Копьем в да, грудь? копьем, да, Мгм. да. Это, как будто это уже последняя была, м, Мгм. капля терпения. То есть вот эти пытки уже, а, эта боль, Мгм. они, как бы, и ты сказал эти слова. То Мгм. есть это уже как будто, ну, буквально тебе очень больно, очень плохо, Мгм. и ты буквально как, внутри рыдаешь от боли и от, этой несправедливости, и от этого всего.
И я вижу так на эфирном плане, а эти радуются в секторе интерферентов. Мгм. И когда ты вот это сказал, Мгм. вышел такой, как энергетический слепок. И они обрадовались, как зеркало, и они хватит, и понесли вниз. И я слышу, признал вину. Мгм. То есть он в себе засомневался, ну ты, да? Засомневался, да. Да, засомневался и признал свою вину, начал что-то как будто бы а, сам себе доказывать, что ты вот в чем-то виновен. Мгм. Так. На что я согласился в этом контракте, Виктория? Я вижу, что у тебя очень там, где вот такой скрюченный вдвое, Мгм. очень сильные плечи, такие как будто бы считывается Геракл. Мгм. Такое мускулистое тело, очень прям вообще эти Мгм. веревки вот так попережимали, очень мощное такое тело физическое, как у атлета. Вот, а ног как будто бы нет. Мгм. Там, где ноги, там сразу, вот там, где, вот я вижу торс заканчивается, сияющий такой мощный. И потом как будто бы отрезала, и уже сразу такой пошел шлейф, хвост такой, и вялый такой, и туда вот пошел, и в такое там начинает, ну, вот так, в такое как гнездо. И там оно так, как веревка падает такими кругами. Мгм. И оно считывается как отходы. Вот та энергия с этого хвоста. И Мгм. вижу, что это та энергия, которая вот заливается уже в этот эфир Мгм. настоящий. И не только это твое пространство, а это как всеобщее пространство. То есть все с ног на голову, наоборот и наоборот. Так, понятно. Так, приказываю второй стороне контракта проявиться, с кем я подписал этот контракт. Ну, буквально считывается Сатанаил, Люцифер, сын называет себя Бога, и также идет камнин на Мгм. физическом плане, появляется вот этот какой-то папа. Папа. Ага. М. Так, я этому папу приказываю отвечать его имя на тот момент, когда он был этим папой. Как его имя? Приказываем отвечать. Имя идет какое-то странное, Иннокентий, что ли? Ну, не знаю. Врет, Мгм. вероятнее всего, потому что имя Иннокентий, от него идет сектор магии. А когда я хочу считать его имя, то получается этот Папа Римский как оболочка, а с Мгм. него вырывается такой, как этот Бафомет, вот это чудище. То ли человек, ну, такое человекообразное, прямо как, мантикор, этот Мгм. зверюга. Вот. Я его замораживаю, а то что-то Мгм. он тут бушует. Мгм. Хорошо. Так, хорошо. Так. Нет, смотри, это ты, Мгм. это вся Так, система. Сейчас, а то система. ты уже что-то заблуждал. Мгм. Это все кто-то Там прячется. Вот это на кто-то самом прячется. деле Мгм. щас. Мгм, да. Это вторичное. То есть Сатанаил на эфирном плане,
подписал тогда, то есть ты признал эту вину, а это все узаконил. Вот нужно смотреть уже, как, этот Это уже писарь. писарь, да? Мгм. Он это все, я слышу, превратил, ну, от слова превратности, да, то есть перевернуть, превратить, то есть из одного сделать другое, то есть перевернуть вот так вот. М, Он Так. сделал из этого, я Мгм. слышу, вот эту чашу Грааля, типа. Мгм. Вот. Так. А с писарем этим, Виктория, есть у меня контракт? Так, может, ты сначала это отменишь? Это, Да, смотри, это разные согласен, вообще, согласен, да. Мгм. разные планы, и время Мгм. разное, и, Да, м, хорошо, Виктория. Я захожу в том моим сознанием в тот момент, когда я засомневался, я убираю все сомнения, я уверен в моем первоисточнике жизни, в моем Божественном Отце, приказываю всем интерферентам, насильникам забирать ихнее воздействие, отторгая ихнюю ложь, насилие и отменяя мою жертвенность и смерть. вижу, как эта черная штуковина изо рта вылетает. Эти веревки, которыми, держался, вот ты там как Мгм. внизу, и эта же веревка, этих троих освободила. Эта программа уничтожилась. Вот, и твоя энергия вернулась, и вот Геракл, эта энергия Мгм. Геракла, вот она вернулась к тебе, и ты вот так крыльями взмахнул и вышел, то есть эта программа уничтожилась, ты вышел Мгм. из сектора магии, то есть, эта ситуация уже над тобой не давлеет. Вижу, как эта штора, которая вот так ушла в сектор магии, разорванная, Мгм. что символизирует тоже разорванное тело, убитое, не по конам Вселенной, то есть незаслуженно. Потому что заслуживает на смерть тот, кто выбрал смерть, а не тот, кого приговорили к смерти. Вот интересно, да? Да. То есть, насильник не имеет права забирать жизнь у другого человека насильно. Мгм. И вижу, как эта штора, она вот так как зашивается и возвращается к интерферентам. И вижу, как, этот хвост, а, именно вот этот хвост, как, отрубленный рот. Мгм. Вот, то есть, основа этого всего волшебства, этой магии, жертвенной этой религии, которая навязывает, принятие смерти, принятие, Мгм. вот культа смерти, вот она теряет свою силу. И я вижу, как, ам, как Папа Римский, он сидит там, считывается просто престол сатаны. Мгм. И он снимает эту тиару, и вместе с тиарой весь так уплывает в сектор интерферентов. И ты вот Так. так раз рукой. Мгм. Так, контракт. Вот, Мгм. вот еще с каким-то Петром контракт. Мгм. У меня Так, что какой-то это? Петр проявился в секторе магии. Так. Вижу в секторе Мгм. магии какой-то Петр. Это как программа, которая показывает, как будто бы какой-то человек, вот этот он Мгм. считывается Петр, стоит возле какой-то большой двери, как врата, и бьется лбом об эти ворота. А М. потом, ага, ну да, у него ключик есть. И открывает эти ворота, и прямо вот так падает, в портал черный, в магическую зависимость. Хм. Так, сейчас я посмотрю, Так. что это. Мгм. Что это?
Вот я вижу вот эти лицо Тараса, слышу Тарас, Шлёцер и еще какой-то третий. Вот 3 их Так. в разных временах. Мгм. Считываются как, исказители былин. Но быль — Понятно. это как факты. Мгм. Исказители, да, истины. Да, Истины. какой-то еще человек там появляется. Так. Вот это что символизировало. Каждый из них, в свое время исказил истину о тебе. Мгм. Вот. И самый первый, он появляется как в чалме в такой на голове, как, М. какой-то турецкий. Ну, такая вот, Так. ну, какая-то Чалма. Ну, ну, чалма, да, я чалма, да, понял. Да. чалма. Вот он так М. появляется. Так. Приказываем отвечать его имя на в том воплощении. Он называет себя Христофорус. Вот так как-то. Мгм. Так. Какой-то был такой. Так, приказываем ему отвечать, что он делает в моем пространстве, какие воздействия он совершает. Он говорит, что я вижу, что он вот так, берет, информацию как от, сектора подписания контрактов, ее забирает как на наковальню, и она там преобразуется и говорит, что сейчас я вернусь обратно, что Мгм. это он сказал. Вернись. Он как будто бы вот так, молоточком стучит, и появляются такие, как программы, как, зеркальца такие. О, я их видела много раз у людей. Как будто бы М. металлическая, такая пластинка, вся молотком покоцанная. То есть это символ, оказывается, искаженной реальности. М. Это символ, лжи. Он сказал, что он фокусирует будущее, твое будущее, М. будущее живого пространства. Так, на чем он И, фокусирует? Приказываем отвечать. я вижу, что это в эфирном пространстве выглядит, как будто вот эта, черная чаша, нижняя часть этой чаши, Мгм. которая заменена, она из-под ног взята у этого сатанаила, и от нее идет шлейф в сектор, будущего. И я вижу вот это, как, оно выглядит, как будто бы это яйцо вверх ногами перевернуть. Слышу и новое летоисчисление. М. Вот, новый мировой порядок, отдать власть Сатанаилу. Вот М. перевернуть все вот так, как, М. Мгм. вверх дном. Так, понятно. Так, Виктория, отсоединяйся от этой ситуации, поднимайся Да, вверх. да. Давай посмотрим это событие подписания контракта. Когда и этот контракт подписал, что происходило на физическом плане. И я вижу, вот такую картину. Это все времена и все воплощения. Тут я вижу все вместе. Мгм. Этого фальсификатора и твоей. Сейчас я тебя вижу как, человек. Считывается, я слышу Савелий. Я всегда так. Мгм. Белая рубашка. А, Так. Считывается как, сейчас я посмотрю. Ты пишешь какой-то как указ. Вот. И в секторе магии там кто-то берет и такую треуголку тебе на голову насаживает. Мгм. Считывается царь, Петр I. То есть я вижу, что это тоже, там идет фальсификация.
Вот, а что же было? Что было на самом деле? Я слышу продолжить род Комниных. То есть, ну понятно теперь. Короче, на тебе, на твоей энергии все время выезжали эти Правители. правители, которые взяли энергию в том воплощении камнинов, эти Мгм. ангелы, да, род Мгм. ангелов, ну, черных ангелов. Вот. И я слышу порвать тетиву. М. И вижу, что от сектора магии, вот к сектору принятия решений и жертвоприношений такая напряженная нить, которая вот как струна, ну, она вот так, как разорванная, держится на такой волосиночке. Мгм. Так, так, и вижу, вот тебя вот этот Савелий пишет М. какое-то соглашение. Указ. Мгм. Так, что я пишу? Давай посмотрим. Спроси у меня, что за указ я пишу. Я слышу отстраниться, путешествие, уйти в отставку. М. И я вижу, что ты, я слышу, даешь грамоту. Как какая-то книга такая большая, даешь грамоту какую-то, подписал, так а с кем? Да, В есть там. секторе магии появляется, как глаз такой моргнул. Так. Проявляется сквозь эту черную дымку. Вот этот человек, разряженный, как кот в сапогах, М. Меньшиков. Ага. Так. Это он представитель, мафии, так и считывается, как основатель, ну, ну, в том воплощении. А так еще тянется. Ты ему отдаешь грамоту жизни Мгм. и грамоту правления. И ты Так. сказал, что ты уходишь на длинный срок. Типа в посольство Да. ухожу. Ну, так, а спроси у меня, зачем я принял такое решение уйти? По какой причине? Я вижу, что в твоем правом глазу находится вот этот образ этого Геракла. Мгм. Но этого, Так. да, И что сильного. это обозначает? Да. Спроси у меня. Мгм. Что это обозначает? Что это? Сейчас я смотрю, что а, и- вот через глаз символизирует как концентрация, фокус. Идет вот так в сектор будущего, в сектор первоисточника, и эта ниточка такая, как разорванная. Мгм. Вот. Так. А ты говоришь восстановить справедливость. Мгм. Говоришь восстановить кон жизни. И Так, показываешь это. такую огромную книгу. Мгм. Это как книга жизни. Говоришь, книга правописания. Как записывать в книгу только, ну, вот истину, то есть М. восстановить кон истины, справедливости. Так. А что надо сделать, чтобы восстановить эту книгу жизни? От тебя идет такая, как будто бы хвать за шею этого Меньшикова? Меньшикова, но там прячется еще какой-то этот апостол Петр с этим ключом. Что это? Вот ты как схватил этого Меньшикова, Мгм.
то вот еще идет эта фальсификация какая-то с этим Петром. Он проявился, этот дух, эта программа, дух Петра. Ты его как задавил за шею, то Мгм. он быстренько вынул этот ключик. Это ключ познания. Вот он украл, а понаписывал эту всю хрень. Я так и чувствовала, что Евангелие — это полная фальсификация. Я никогда не доверяла Мгм. Евангелиям. То есть Старый Завет — это тоже как бы искаженная история. Там есть мудрость, естественно, описывается истина, но там в Новом Завете очень Мгм. много лжи. Так, Виктория, а когда я потерял вот этот ключ познания, что это была за ситуация? Я вижу, это ситуация, когда ты умирал. Вот это связано с тем контрактом. То Мгм. есть, когда ты На кресте? на То есть, кресте, ты ну, как будто, мгм. я слышу, познал, выпил до дна чашу смерти, то есть познал все низменные вибрации. Страдания. Да, то есть ты как бы, я слышу, как углубился, да, в эту чашу страдания и всю эту смерть. Это же на эфирном плане, это наш мозг рациональный не может это все, но на эфирном плане, то есть наша душа видит все причины и следствия, все эти мероприятия, она все это знает. И Мгм. всю эту гадость ты как бы испытал на себе. Куда-то улетела, давай Мгм. меня возвращай. Так, возвращайся, Виктория, к моему эфирному телу. Да. И я Так. вижу, что Мгм. у этого Петра, этот Петр — это вымышленный персонаж, который символизирует открыть врата ада. Мгм. То есть он как бы приглашает войти не в рай, а в ад. И вот эта Испытать то же самое, да? фальсификация, испытать то же самое, подвергнуться искушению смерти. Я Мгм. вижу, что вот когда ты вот говорил эти, ну, ты Слова. расторгаешь тот контракт. И я вижу, этот Петр то же самое расторгает. То есть не Петр, а Савелий. Мгм. Если Савелий этот указ, контракт этот я расторгаю. Я отказываюсь погружаться в эти вибрации, Да, испевать эти чашу. Мгм. он считывается как принц, этот Савелий, и наместник. Мгм. Наместник, Ник. а, я вижу, наместник, то есть это, я слышу, божественной власти. Мгм. Это была чистая душа и представлял, ам, Власть первоисточника. власть первоисточника, а потом эту власть захватили и навешали на тебя карму этого, самодура Петра. Этот, Меньшиков, он организовал вот эту всю мафиозную, власть демоническую, сатанинскую. У Мгм. него уже были, я слышу, печати доверия от, этого Савелия? Или нет, я вижу, от этого понял. сатаны, От от сатаны, да. дьявола, от Мгм. этого. То есть у него уже были предыдущий опыт соприкосновения. То есть это вот, эти ипостаси. То есть я вижу, что в трех каких-то, вот эта троица какая-то идет. А, Это так, с сейчас. Тарасом, который связан Троица? Да, то Или есть там этот Тарас, то есть фальсификатор, Шлёцер Шлёцер, потом этот в челме? в челме,
То есть в каждом из твоих воплощений он приходил для того, чтобы исказить реальность, исказить эм, Мгм. былины. Так, а что третье воплощение какое? Вот этот Шлёсер, Христофорус и еще какой-то. Что это за третье? Приказываем ответить, какое третье воплощение, где он фальсифицировал истину. Я вижу его лицо теперь. Ага, в этом воплощении. Да. Понятно. Ну, смотри, я вижу ту ситуацию, когда я этого не видела, М, но я вижу ситуацию. Мне люди писали, что он на меня врал. Он врал какую-то несусветную ересь. Оно так и звучит. Я вижу по отношению ко мне идет такой ядовитый красный такой луч. мгм. Вот. Он же Приказываем это, говорил, да. что я... вот я прям... э, Кто-то мне рассказывал, что он сказал, что я хожу в какую-то секту еврейскую. Мгм. То есть Прика вопрос, зачем Мгм. такое было выдумывать? Ну, потому что суть его такая. Виктория, приказываем этому Тарасу забирать всю его ересь, пусть забирает он ересь его же руками, ложь, обман, все фальсификации на меня, фальсификация истории, я приказываю ему забирать его руками и призываю силы кармы за все вранье. Да, отдавай карму. О, Отдаю и вот кар. эта чаша сверху, вот так вот, Мгм. она вот так опрокинулась, и это все, ну, оно так на букву Г и прям прозвучало. Вот эти все отходы, они Мгм. все и вылились обратно. И я вижу, как столб. О, вот эти Геракловы столбы. Это, Мгм. оказывается, и на физике было. Вот я прямо увидела Херсонес. Вот этот город красивейший. А это в реальности были такие столбы. А Мгм. солнцем все залито, все как золото. Так красиво все. Я как будто бы вот так из космоса смотрю, а столбы такие длинные-длинные, вот так как прям в небо идут. А в эфирном плане в человеке тоже есть это столбы, тоже Мгм. есть эти столбы. Ясно. Я слышу столбы власти над душой. То есть, Мгм. вот я смотрю, вот этот человек, как Геракл, огромный такой, он как будто бы вот раздвинул эти, вот так, и заглянул вот туда. Я слышу в эпоху смерти, эпоха, Мгм. вот так как вниз, так где южное полушарие планеты, вот так заглянул, а сейчас оно так вот раз и сомкнулось. Закрылась. И я вижу, как вся планета вот так это как сомкнулась, то планету как выдавило всю вверх. И она такая красивая. Вот как будто бы я смотрю из космоса, выше, как из самолета. Я ее всю вижу. Ну, вот Мгм. как рисуют, зеленый, ну, там зеленая, голубая, вот, очень красиво. Она с этого выдавилась. И я вижу, в тебя идет, в твоем пространстве, как будто бы вот так, пространство, ну, как сшивается вместе. Ну, как, Мгм. на замок вот так. И такой энергетический столб, и буквально ты поднимаешься, ну, прям как выстрел вверх, и вот этот Геракл вверх ногами, вот там, как он был, как будто бы зародыш такой скрюченный. Ага. Прямо это как ноги. И вот так вырываешься вверх, и начинается вот так изнутри все переворачиваться. И вся энергосфера сияет, и ты такой, радуга произошла. Что это такое? Вот так вот идет, все идет, идет, и вот так раз руки, а между руками, между левой и правой рукой такая радуга, яркая-яркая. Мгм.
Так, Ты хорошо, вот так Виктория. руками Да. как делаешь, вот так вот мне показываешь, Мгм. а это соединенные вот эти э, Меридианы. меридианы соединились. А радуга — это же белый цвет, белый свет. То Да. есть все спектры истины, все спектры гармонии белого света. А ты ты прямо шутишь со мной. Ты вот так руками вот так мне показываешь, и это, меридианы, вот так это все как радуга, э, э, ну, как, следит за вот это идет все. И Мгм. ты поднимаешься вверх, и я вижу, что вот этот фокус, который в твоем глазу правом был, Мгм. может, теперь вот сейчас точно у Тани, все начнет происходить, зрение улучшится. Мгм. Вот, и это вот идет, этот луч, и он так как буквально как шкварчит, знаешь, как электричество. Мгм. Оно идет и растворяет этот, ам, считывается молох. Вот эта энергия, которая Мгм. закрывала светлое будущее. Вот. Да. Распространяй свет, соединяй. Вот это, знаешь, как серебряная нить, знаешь, когда человек умирает, то как бы разрывается нить между С его телом. душой М. и Мгм. телом. А в эфирном пространстве я вижу, что все человечество, которое пошло по пути жертвенных программ и смерти, оно отсоединилось от источника жизни и тоже разорвало эту связь с первоисточником, а ты Мгм. сейчас в своем и в общем пространстве, восстановил. И снова вижу эту Целостность. Ага. огромную книгу. Мгм. Ты с нее как будто пыль вот так, смахнул. И вот так раз поднимаешь ее, а под книгой, там, где обложка, знаешь, Мгм. кто-то прицепился, там такая черная энергия и висит там. О, этот Сатанаил. Мгм. Вот. Так, приказываю этому Сатанаилу убрать все присоски, подключки, убрать Всю его фальсификацию, воздействие, фальсификацию, да, все искажения, убрать всех их его эгрегоры, программы, а, я вижу, ну, ты сошел мгм, с креста, с этого. Ну, это палка такая, как столбик и буква Т. мгм, Ты сошел и стал такой огромный-огромный, а это такая маленькая, уменьшается, это орудие смерти уменьшается, уменьшается. И вижу, как этому папе римскому, вот у него крест такой на шее висит, и этот крест вот так как бы начинает душить. Знаешь, как будто бы этот крест висит на такой цепочке, что крест поднимается вверх, мгм, и петля уменьшается. Вот. И эта голова у него сияющая была. мгм. Так, Так, сейчас я посмотрю. что Она там? отделилась от его черной сущности. И я вижу, что ты вот эту голову взял, эту энергию сияющую, Мгм, и как делаешь какую-то операцию, как пинцетом, очищаешь это общее пространство человечества. И такие, как чертей, пинцетом выбрасываешь в портал. Ну, очисть всю очищу твою мое энергосистему. пространство, общее пространство. Я растворяю все чужеродное с нашего человеческого сознания, все эгрегоры Молоха растворяю, все чужеродное отправляя в портал туда, к сатане. Да, еще я вижу всю эту систему. Проявился снова этот Савелий, пред- М, вот как предшественник этого типа Петра. мгм. Расторгай с ним все контракты, с его мафией и уничтожай вообще эту всю мафию, основанную на лжи, насилии. Уничтожая мафию, системы насилия, системы фальсификации, эту всю И всех в этот этих момент чертей. какое-то Мгм. кольцо огромное, вот с этой стороны, с левой, где сектор насильственных программ, а какой-то круг такой красный, разделенный.
он начал так отваливаться, проявился, отваливается в сектор магии. И я вижу, что он вот так как разрезает пространство магии на такие сектора. Так, что это обозначает? Сейчас я посмотрю, что это за символ. О, Что это? символ Цельнозора. Мгм. Он еще тут. Ну, он изначально, видимо, еще приехал Да, да, из да. далеких галактик с этой всей системы. Да, и я вижу, Отправляя все это это, да. все разделяет, всю эту мафиозную структуру. А, вот оно что. Карму ж никто не отменял. То есть, Мгм. как он пробирался, ну, его эти матрица, эта матрица пробиралась в пространство других людей, чтобы найти искажения. И вот этот образ, 3 человека, связанные в кучу, да. А Мгм. сейчас этот же символ, эту всю систему разрезал, то есть его же методами. Мона же рассказывала, как она там Разрезала разрезала пространство. пространство. Да, ну Мгм. вот, как говорится, творцы, пожалуйста, примите. Мгм. Вот. И это все разрезает, и все эти шулеры, они таки считываются, шулеры. Вот эти все фальсификаторы, этот Меньшиков, это Мона, Илья, вот это вся эта магическая мафия, разрезается, и они каждый, становится отдельно. То есть, связи разрезаются. Все, их Мгм. нет. Они остались, сам с собой, один на один с своей кармой, как говорится. Мгм. Так, я полностью отрезаю все связи с этой Ильей, с этим Цельнозором, Демиургом. Все контракты с ним расторгаю, отказываюсь с ним взаимодействовать, принимать его на любую должность. И, любое взаимодействие я отменяю. Отрекаясь от него. О, вот наконец-то, смотри, что произошло. Я вижу, что ты, вот так делаешь. И такие запряженные лошади, сияющие, в такую карету. И карета Мгм. там. А ты вот в этой карете стоишь и так из Европы вот возвращаешься, и они вот так задом идут. Вот как они Мгм. пошли туда так, а так идут задом. И возвращаешься, заходишь, я слышу, в палац. Заходишь в палац, и все пылью Мгм. покрыто. И ты берешь эти старинные ковры, которые там пылью а, м, припали, и Мгм. начинаешь это все вот так, как бы Уборочка. уборку, да. Мгм. И я вижу, как считывается палац счастья, и энергия вот эта пыли, этой забвения, все уходит, и такое вот торжество, все свет такой, э, Мгм. наполняет все это Пространство. пространство, Мгм. и, идет вот информация, что восстанавливается кон праведности, справедливости. Вот. Мгм. И идет утилизация, вот этого демиурга, власти демиурга. Вот, в Москве это началось, и Мгм. в Москве это заканчивается. И вот эта морда этого Путина, эта картина, которой 1000 лет там, Мгм. вот, она вся исчезает. И я вижу, что ты берешь вот этот кол, который торчит с этой, потому что престол сатаны они поставили в Москве, чтобы весь мир уничтожить. И ты берешь этим колом и прямо в сектор магии этим всем колдунам и наполняя всю территорию нашей планеты Ага. Наполняю. светом, Убираю всю гармонией, черноту. силой. Черноту все убираю обратно туда, в портал, к сатане. И наполняю все пространство чистотой истины, иконами жизни,
процветания, любви, счастья. Да будет так. Какой-то появляется силуэт в секторе магии. Что-то там этот писарь переписывает. Такой силуэт, как какой-то человек с таким длинным носом. Мгм. Это что? Это он? О. То есть вот этот эгрегор фальсификации, былин, Мгм. уничтожай. Оно касается Уничтожаю. твоей. Обличай этого длинноносого вруна, Всю всю эту информацию о его систему. фальсификации я распространяю по эфирному пространству, обличаю его, приказываю ему забрать его фальсификации, весь этот эгрегор я отправляю на полную аннигиляцию в моем и общем пространстве. Вижу, как такая, это снова чаша, только уже не черная, а такая, как, ну, как программа, как лед, Мгм. переворачивается, все это тоже убирается, и ты показываешь мне, как твоя энергосфера, вот, и энергосфера общая стала такая плотная, сияющая, и снова эта радуга между руками. Мгм. Так, а что с этой радугой можно делать? Спросил меня. А оно считывается как целостность. То Мгм. есть левая вот оно что. Я вспомнила вот так, как вспышка. Помнишь, я тебе рассказывала историю про Йону, и в Библии написано, как он обижался на Бога, что Бог не уничтожил Ниневию, город, в котором разврат был очень сильный. Мгм. Вот. А люди покаялись, ну и Бог отменил это решение. Вот. И Бог Мгм. ему сказал: "Ну, можешь ли ты убить этих всех людей, которые настолько забитые, что не могут свою левую руку отличить от правой?" То есть левая рука делает Одно, что-то, а правая рука об этом не другое. знает. То есть нет Мгм. единства между сознанием, подсознанием и вообще. А сейчас это символизирует единство разума, М. Понятно. целостность, гармонию. Я вижу, ты вот так руками вот это делаешь, и все в пространстве в твоем вот как полный спектр гармонии символизирует. Такая все раду, превращается все в радугу. Мгм. Отлично. Хорошо. Сделаю инвентаризацию в моем пространстве на всех уровнях, все чужое отправляю на аннигиляцию, проявляю мои истинные эталонные ДНК на всех уровнях моего эфирных и физического тела, исцеляясь, поднимаясь вверх, очищаясь, Мгм. закрывая порталы. Да, Мгм. Так, здорово, Виктория. Так. так это все И еще произошло, Мгм. этот праздник еврейский. Смотри, евреи сохранили летоисчисление в своей традиции. Они сохранили смену, как, сезона, да, Мгм. Новый год типа. Он не назывался Новый год. И что интересно, в Украине, я не знаю, как в других странах, но я изучала же в университете историю культуры Украины, и мы очень четко изучали все эти традиции, то до Петра в Украине тоже праздновали Новый год, именно когда, собирали урожай В сентябре. в сентябре. Новое лето. Мгм. М, Да. Сейчас там 7000 какой-то. да, и, ты сделал свой выбор, выбор жизни. Мгм. Так что И я вот, думаю, ну, что не нужно ковыряться сейчас по этим всем аспектам мгм. снова, Да, хорошо, Виктория, потому что все остаемся всплыло. в верхних пространствах. Мгм. Да, Хорошо, Виктория. Все замороженные ситуации. Если есть, посмотри, кого-то там так, замораживали. все я Отправляй на отправляю в аннигиляцию. портал, Мгм. на Да, в чищу портал, да. все пространство, наполняю светом, гармонией,
жизни. чистотой. Мгм. Процветание. Ну, ты знаешь, я теперь понимаю, почему вот идет такая ненависть на вообще Ага. на На евреев. этой территории. Ага. Ну, почему? Потому что я Почему? не говорю, ну, потому что, евреи, скажем так, сохранили эту божественную, крупицу истины в самом чистом виде. Ну, там же тоже есть секты разные. Не говорю Да. о разделенных этих всех, а в общем понятии, как концепцию. Мгм. Вот. А, христианство вот это выступает как, ну вот прямо вот как, это причина Жертва этого всего. сатане, короче. Да, да, да. Всё, очищаем все это Очищаем пространство. пространство общее и распространение информации о этом освобождении, проделанной работе в эфирном пространстве, Да. призывая души освобождаться от жертвенности и прекращать любые войны и насилие. Так вот, что интересно, я смотрю на себя, смотрю, а у меня тоже между ногами вот, энергия не утекает никуда, а Мгм. между ногами такая, между левыми и правыми, ступнями, Мы вот такая все радуга. Я смотрю здорово. на руки, и то же самое. А ты мне показал, как это. Да, хорошо, Виктория, хорошо. Ладненько. Отсоединяйся, Виктория, от всех и всего. Мгм. Поднимаемся еще раз максимально вверх Да, и остаемся там. Виктория, проверь еще раз твое пространство личное. да, все хорошо. Мгм. Я Викторию посчитаю от 1 до 3. Ты выйдешь в физическую реальность, где с тобой разговариваю, и будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся.